Добрый день! Принесли мне в ремонт вот такой перочинный ножик МКАСТа. Это японский ножик. Вот так он выглядит в разложенном положении. У него повреждена деревянная часть, боковая накладочка. Сейчас буду его разбирать и изготавливать новые щечки. Родные щечки изготовлены из древесины дерева кокобола. Произрастает это дерево в центральных и южных районах Америки. В основном растет это дерево по побережью океана. Отличается это дерево очень выразительной текстурой и повышенной прочностью. Твердость по Бринелю этой древесины составляет 4,3–4,4 единиц. Разборка полностью завершена. Вот все детали, из которых состоит нож. Старые накладки, в общем-то, совершенно тут развалились и потеряли свою декоративность. Внешний вид у них стал никакой. Для изготовления новых накладок я решил выбрать древесину сливы. По красоте она ничем не уступает древесине кокобола и по механическим параметрам тоже очень близка к ней. Берем старую накладочку, прикладываем ее и обводим. Теперь на лобзиковом станке вырезаю по очерченному контуру с небольшим запасом. Пилилась слива довольно тяжело из-за своей высокой твердости. Кроме того, она содержит много различных смол, и эти смолы забивали пилочку лобзика. В результате она не столько пилила, сколько прожигала этот шов. Но из-за высокого нагрева, смотрите, какой получился дополнительный эффект. Место пила нагревалось сильно, и древесина от температуры высокой приобрела вот такой интересный оттенок. Какой-то лиловый, фиолетовый, похожий как будто марганцовкой пропитанный. Чтобы изготовить вот эти углубления, такие же, как на оригинальной накладочке, на боковых поверхностях заготовки с одной и с другой стороны делаю пометки. Углубления эти имеют разные радиусы, поэтому будем использовать барабаны разных диаметров. Неровности от полотна ленточной пилы убираем на листе наждачной бумаги. Плоскость идеально выровнена. Теперь надо сделать вот здесь скосы. Вот такие, как в оригинальных. С этой и с этой стороны. Поворачиваю и с небольшим наклоном в основном форма накладки сформирована. Теперь работаем над деталями. Совмещаю нашу накладочку с боковинкой металлической.
Вот так вот прижимаю струбцинками для удобства. И размещаю оси будущих отверстий. Винтики имеют диаметр 1,5 мм. Беру сверло 1,6 мм и перехожу на сверлильный станок. Пришло время очистить металлические детали от накопившейся грязи. Тряпочка, смоченная в скипидаре, думаю, мне в этом поможет. Удаляем все, что тут есть. Основная работа выполнена. Остается только нанести смазку там, где это необходимо. А дальше дело за малым. Все это собрать. Вот такой результат у меня получился. Остается теперь только финальная шлифовка и пропитка маслом. Ну что же, вот такой ножик в итоге получился. Не знаю, на сколько минут получится видео. Работа эта у меня заняла целый день. Что могу сказать? Каков итог? Лично мне сегодняшняя моя работа понравилась. Я первый раз занимался такой работой. Надеюсь, и вам тоже понравилось наблюдать за восстановлением этого японского ножика. До встречи в следующих видео.